Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен на канале Таро Инспирационы. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Что скрывает август? Что скрывает ваше будущее в этом августе? Что уйдет? А что придет взамен? Какие неожиданности вас ожидают? Август у нас самый насыщенный месяц года за счет коридора затмений, но это не просто коридор затмений, это ведь у нас еще новолуние и полнолуние. Так вот, новолуние во Льве 12 августа как раз и совпадает с солнечным затмением и открывает новый совершенно, причем шестимесячный цикл, то есть это закладка нашего будущего, который, это касается всех знаки зодиака, но вас особенно, потому что происходит во Льве, а вы, как и Лев, принадлежите к знаку зодиака стихии огня. И это тот цикл 12-летний, который будет продвигать как будто вашу жизнь, но совершенно с другими смыслами. Это такая внутренняя перезагрузка, которая перед вами как открывает новую дверь. Ну и полнолуние, которое происходит 28 августа в конце месяца, совпадает у нас с частичным лунным затмением в Рыбах. Это то, что было какое-то время скрытым, но оно выходит наружу и настаивает на освобождении. Это всегда прошлое, мы говорим, да? И вот это лунное затмение может сопровождаться вот такими энергиями, когда в нас самих происходит внутренняя эмоциональная трансформация. Кроме того, Венера в весах, мои дорогие, 7 числа, это у нас дипломатия, соглашение, гармония, поэтому явно присутствуют какие-то дела, вопросы, в которых вам придется, скорее всего, либо договариваться, вести активный, возможно, образ жизни. Ну, а Меркурий во Льве у нас с 9 числа, это сама по себе коммуникация, слова, договоренности, и которые упорядочивают нашу жизнь. Марс в Раке. Тоже немаловажно, ваша планета-управитель – это защитная энергия нашего дома, наших ресурсов и наших планов. Не вижу пока совпадений, поэтому идем дальше. Но, наверное, самое главное, в конце месяца у нас еще Солнце будет в Деве. И это, знаете, сезон порядка. И с 23 числа я могу предположить, за счет соединения, когда Венера в весах, а Солнце в Деве, открывает очень гармоничный аспект – земной энергии. Значит, мы действительно можем навести порядок с какой-то темой или с каким-то вопросом разобраться. И самое главное, вот, наверное, солнечное затмение. Это, знаете, чего-то вам может как и захотеться самим. То, что вы откладывали долгое время, может быть, как свою мечту на потом. Здесь может быть такой своего рода реванш. Но тут, и знаете, для вас будет очень важно именно контролировать эту энергию, потому что пусть одно какое-то, но надежное тепло, оно будет важнее, чем 3 каких-то пожара, да? Вот такой момент. Не спешить нас призывают энергии августа. Итак, давайте будем смотреть. Уже 3-й ряд пошел, и что-то я не вижу совпадений. Когда такое происходит, это значит, что в целом окружающая обстановка или ваш ритм жизни – в принципе, все спокойно. Или когда все идет в каком-то прежнем режиме, спокойное течение жизни, мы говорим, да? Но у вас выпадает кот, это флирт, это какая-то радость, хорошее настроение. У кого-то это может совпадать со знакомством. Но это нам пока говорят только флирт, мы не забегаем вперед. Прочный союз, кольцо у вас выпадает. И победа. Что само по себе уже очень приятно. Значит, есть какие-то, может быть, и темы, вопросы, которые тянутся, кстати, да, из прошлого, или то, с чем вы пытаетесь определиться, получится. В августе месяце, как минимум, вот одну победу иметь в своих руках. Но в целом я должна сказать, что вы не одни, а ведь и правда спокойное течение жизни, как будто у вас, ну, нет таких факторов, которые вам мешают. Ну вот смотрите, я не увидела, у вас совпал нож. И поэтому для кого-то из вас это могла быть ссора. Вот буквально в самом начале это выпадают ссора или, может быть, я не говорю, не утверждаю, конечно, что это прямо для всех совпадает. У кого-то может совпасть с человеком, который ведет себя, так знаете, как-то очень остро. Остро или нарывается, как мы говорим, да, на конфликт, или сам словно бросает перчатку вот этой словесной дуэли, неизвестно зачем. Но поднимете ли ее вы или нет, это уже будете решать вы сами. В целом добрая энергия есть вот с кем-то союз, который
ну, вам может быть буквально в помощь. А для тех, кто один или одна, правда, я не исключаю, что может быть такое очень какое-то приятное, по крайней мере, знакомство. Надолго ли это продлится или нет, нам карты не говорят, но это, знаете, какую-то рутину может значительно разбавить. Итак, вот пока с вами говорила, пересмотрела все, что тут нам могут сказать карты. Я не вижу, правда, больше совпадений. Удивительно. Но, значит, то, что выпало, то выпало. Давайте пойдем с вами дальше. Итак, достанем несколько карт и зададим конкретные вопросы. Так что же скрывает Август? О чем вы не знаете, не предполагаете, но, возможно, вам этим придется заниматься. Может быть, по этому вопросу как раз и победа. Что идет? Если мы говорим к концу месяца, да, вот это лунное затмение, это, возможно, какой-то гештальт, который нам придется закрыть, или какую-то дверь, условно говоря, тоже придется закрыть. Что-то уже как изжило себя, невозможно продолжать. Ну и что же придет взамен? Что будет продолжаться на последующий период, и мы смотрим не только август по этой карте, но или какие сферы жизни нам покажут. В чем ваша сила или в чем ваша фортуна? То, в чем вы именно получаете как поддержку от высших сил, или то, что у вас получается, ну, как-то легче, проще, быстрее, может быть, да? Это те вопросы, которые вот именно вам удается уладить. И последняя карта. А что же для вас будет внезапно? Какие события для вас будут неожиданны? С чем, с кем это связано? Вот давайте мы это и узнаем. Итак, что же тут скрывает Август? Август скрывает какое-то получение известия. И именно с этого момента, словно наша жизнь делится на период до и после. С чем это связано? Давайте узнаем. Правда, у кого-то может проиграться как новая встреча, новое знакомство для тех, кто в паре. Значит, это будет, скорее всего, ну, как это карта влюбленных, карта любви. И здесь не просто карта влюбленных, а тут нам это кого-то Чиромаркете. И прорисовал он нам тут рыбку. А рыбка – это достаток. Рыбка – это, кстати, еще и путешествие. Поэтому для кого-то из вас может быть конкретная какая-то встреча с человеком, к примеру, для тех, кто на расстоянии. Или, может быть, если вы со своим человеком надумаете куда-то ехать, да, со своей любимой, может быть, кто-то из вас будет планировать какую-то договоренность. Все-таки не только мы будем рассматривать с позиции любви, раз карта выпала рядом, у нас пентаклевая карта, да и сам по себе туз жезлов – это всегда какая-то оказия, это шанс, это возможность. Поэтому я могу сказать, да, если мы рассматриваем август, можем договориться, да, как я сказала, дипломатия, все-таки с 7 числа Венера в весах, тут даже какие-то сложные вопросы, к примеру, по деньгам, связанными с банками. Вот вы, может быть, этого пока не видите, не предполагаете. Возможно, точно вы этого не видите. Хотя я могу предположить для тех из вас, у кого уже как бы, да, ну, есть сложности по финансам, и вы пытаетесь решить, тогда тут как помощь какая-то будет. Тут вам кто-то придет на взаимовыручку, на поддержку. 8 кубков и правда может совпадать с тем, что вы в каком-то деле ищете выход, и вы его найдете, вам это как по судьбе. У вас здесь будет к одной новости, и еще как бы она будет добавляться. И, возможно, это будет связано еще и с тем, что, допустим, по работе вам могут предложить какой-то новый проект. Для кого-то из вас это вообще какая-то новая тема заработков, может быть, точно. Или это будет даже связано, когда не одна новость, а вот интересно вам будет жить. К одной новости присоединится еще какая-то, которая может быть связана с конкретным человеком, и вам, правда, придется совершить какие-то пути, дорожки, причем те, которых вы совершенно не планировали. Будьте готовы к тому, что вам придется менять собственный график из-за какой-то либо важной встречи, какого-то контакта. Может быть, это и связано с банками или с решением финансовой ситуации, но для кого-то из вас тут может, знаете как, соединиться. И это очень, кстати, символично, потому что у нас Херон в Тельце с 3 числа соединяет как раз, вот можно сказать, две уязвимости, потому как Херон совпадает с тем периодом, который мы говорим, вот как у солнечное затмение в знаке Лев. И вот эти две энергии будут
олицетворять, какой-то семейный вопрос, две уязвимости, если я сказала, и профессиональный вопрос. Вопрос, может быть, места вашего проживания и одновременно, откуда к вам приходят деньги или в каком количестве. Вот здесь соединяется, поэтому и карты такие, хоть и выпало вроде бы, да, карта такая кубковая, чувственная, нам все-таки больше жезлов выпало, и еще и плюс – король Пентаклей, да, его можно расценивать так, как надежный человек или тот человек, ну вот какое-то взаимодействие, это может быть банкир. Иногда по придворным картам Пентаклевым идут именно наши близкие. Значит, есть какая-то, может быть, и тема. Пусть она будет связана с личной жизнью или домом, но есть документы и, видимо, денежная какая-то ситуация, которую, скорее всего, либо вы себе наметите к разрешению точно, и решение будет совершенно не в том ключе, как вы бы этого предполагали. Но именно какой-то вопрос у вас может, знаете, как, но если не окончательно разрешится. Ну, разные все-таки темы, да и мы-то тут все разные. Но тогда медленно, но верно, может быть, до середины октября или до 11 декабря. Так, вот если мы анализируем с ретро-Плутоном и с ретро-Сатурном. Но, по крайней мере, у вас какое-то направление. А что это для вас вообще такое? Что это за история? А ведь и правда она может быть связана с личной жизнью. Вы знаете, тут какая-то была путаница. Может быть, это родственники, может быть, далекие родственники. У кого-то был конфликт с одним, может быть, из членов семьи или с одним из родственников. Может быть, вы вместе и не проживаете, встречаетесь-то редко. Но вот какая-то прежняя история вам как будто и правда либо какой-то документ нужно оформить, туз жезлов. И может быть, это вот как раз и будет какой-то очень важный разговор с человеком, которому вы... Ну, мы не можем этого человека исключить из зоны своего общения. Но мы знаем, что человек либо где-то может действовать на импульсе и непредсказуем, либо человек одновременно еще и очень продуман. То есть от него непонятно, что ожидать. Он может тебе пообещать, а потом как будто бы, ну вот раз и исчез, например. Или взял и отказался от обещаний, от слов. Но даже в таком каком-то запутанном вопросе у вас получится не просто победу одержать, а вы опять же останетесь довольны. У кого это совпадает с личной жизнью, правда, и отпуск, все-таки, опять же, мы все разные. Здесь тоже, вот, кстати, могут быть такие варианты, что в отпуск, к примеру, или в какую-то поездку, пусть отпуска как такового на долгий период нет, но, может быть, 2, 3, 5 дней, да, вот такой короткий период будет. И вы здесь можете менять планы тоже. Собирались в одно место, поедете в другое. Собирались одним образом, да, как-то отдохнуть, а тут у вас что-то перекроится, и, ну, вот придется менять ваши планы, будьте к этому готовы. Август скрывает вот такие перипетии, которые придется переиграть, но как будто Овен останется довольным. Давайте узнаем, а что же тогда уйдет или что уходит? Ну, хочется сказать, пусть идет, потому что по пятерке кубков я иногда говорю, над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Очень символично. Пятерка кубков – это когда нас подвели. Пятерка кубков иногда бывает наше эмоциональное состояние, как эмоциональное выгорание. Это когда много задач каких-то навалилось, и мы, может быть, и пытались в нескольких направлениях, но так складывались обстоятельства двигаться. А здесь нам лесом это все хочется послать и сказать, что да нет, вот тут именно уходит. Это как проигрывающая сила очень совпадает как раз вот с частичным затмением в рыбах. Давайте мы узнаем, что это, что уходит, с чем, с кем это связано, что за история. Но у вас она именно какое-то разочарование оставила. У кого-то это касалось личной жизни и какой-то запутанности. Знаете, касалось, может быть, даже вопросов именно дома, непосредственно, где вы проживали, когда вы, возможно, смотрите, какие добрые карты. А это что уходит? О чем нам карты говорят? Мои дорогие овны, в вашей жизни был какой-то человек, которому вы очень доверяли, которого вы любили. Возможно, именно как-то, я не исключаю, правда, какая-то история с роднёй или с далекими родственниками. Скорее всего, это уже
было когда-то. Ну, или не когда-то, я хотела сказать, может быть, у кого-то даже много лет тому назад. Какая-то история, когда вот именно мы потерпели фиаско, потому как мы всецело кому-то доверяли, мы кого-то любили, мы в кого-то верили. И что это уходит? А вот по справедливости, правда? У кого-то из вас, может быть, уже сейчас проходят суды или какие-то разбирательства, или человек угрожает, например, ну, так, условно, да, судом, что я вот все равно там, допустим, мы говорим вопросы дома, допустим, отсужу твою квартиру или там какую-нибудь дачу или какую-то недвижимость, да, как будто вот даже могут быть такие темы, и у вас ссора выпадает, как будто я докажу свое, хотя я не исключаю, что и вы могли кому-то такое говорить. Тогда я могу сказать так, то вы, скорее всего, поставите на паузу и будете, ну, знаете, поставите точку вот в таких взаимоотношениях. Может быть, кто-то из вас, все же мы все разные, и правда, надумает подавать в суд, если правда, у кого вот это совпадает с какой-то, ну, когда правда на вашей стороне, и есть что терять, будем говорить, это что-то весомое такое, значимое. Тогда, скорее всего, вам нужно будет очень детально просчитать, возможно, нанять какого-то грамотного адвоката, потому что вы тут можете столкнуться с такой персоной действительно, от которой непонятно, что ожидать. Но тут может быть и такой момент, когда, знаете, если эта история длилась слишком долго, да, или много лет, здесь вы могли быть словно на крючке, да, вот если какой-то персонаж вот что-то подобное вам говорил. Да, правда, вы могли словно ожидать чего-то, что вот наступит какое-то время X, и человек начнет действовать. А может быть, это у кого-то даже... Хотя нет, тут больше ситуация именно личного порядка. Но все-таки десятка кубков очень емкая карта. Может быть, для кого-то это будет как само по себе благополучие, откуда к вам приходили деньги. Была какая-то история, от которой, тогда тут будет немножко по-другому, была какая-то история, когда либо вы что-то вовремя завершили, либо вы тогда, ну, как вышли из какого-то, может быть, сотрудничества, из какого-то дела. Сейчас вы можете вспоминать, как, ну, вот то время было, когда, тем не менее, какие-то бонусы вы имели. И вот такая ностальгия по прошлому. Но здесь может, знаете, как вот из далекого прошлого человек какой-то к вам, как появиться вновь на ваш порог. И тогда вы будете думать, а что ему нужно. И будет именно связан с какой-то историей такой, когда-то вы ее вот именно закончили, может быть, и вышли из какой-то сложной ситуации, как сухим из воды. Да, вы тут ее вроде завершили, но вот человек, скорее всего, захочет что-то здесь либо от вас, либо что-то подвести к балансу. Может быть, это не лично даже вам надо, а это нужно кому-то. А что это такое? Что это уходит? Так или иначе, вот какая-то запутанная история, да, действительно, которая была связана с обманом. Обман внезапно вскрылся. Более того, вы потом еще узнать могли дополнительную какую-то информацию об этом человеке. Возможно, после того, как вы, к примеру, как совершили, например, консультацию с адвокатом, с юристом, вы, кто-то из вас, по крайней мере, мог понимать, что ну как-то легко отделался, да, или мне повезло, меня как поддержали высшие силы. Тут действительно как-то была в вашей жизни история, которая, да, она, поверьте, даже если было вам тяжело, она для вас с какими только можно было плюсами, она закончилась. То есть для вас все равно было благополучие. Вот. Но, видимо, вот этот финал, вот этот итог кого-то не устраивает. Не случайно же нам это показывают. А зачем это Овну? А потому что какой-то действительно, какой-то возобновится разговор, или какой-то человек, опять же, будет в вашей жизни. Может быть, я не исключаю, мы все разные, есть и ваш интерес, но опять же карта конфликта выпадает. Это когда была первая победа прежде. Может быть, как мы говорим, разошлись, как в море кораблей, да, с каким-то человеком, и вы точно поняли, что да и видеть не хочу, и вообще
никаких бесед и диалогов выстраивать не хочу. И я тогда больше вижу, что либо вас какая-то надобность, да, необходимость к этому может как вынуждать, ну, может быть, какой-то важный разговор, как последний заключительный аккорд у вас, я допускаю, будет. Но здесь может и человек буквально явиться, или какую-то тайну вы узнаете, точно вы можете узнать какую-то тайну о делах давно минувших дней. И тогда вот это вы и завершите, точно завершите, какую-то прежнюю историю, которая была связана с обманом, с нечестностью в отношении вас, с вашей стороны какими-то очень сильными переживаниями и конкретным человеком. Я повторюсь, не исключаю, что эта ситуация связана с бизнес-партнерством у кого-то или какая-то ситуация по работе. Но, наверное, для большинства это проиграется ситуация в личной жизни, либо с кем-то даже из родственников. Но вот вам именно теперь будет дан такой шанс именно это завершить. Тут я, наверное, перестаралась и взяла карту, точно, которая из пасьянса. Хорошо, что придет взамен, давайте откроем. По 7 кубков какие-то возможности. Но это, знаете, такой выбор, когда у нас словно глаза разбежались. А мы с вами говорим, что возможности будут. Безусловно, для вас это добрый месяц. Для вас это вообще уникальная энергия. Такие своего рода прорыв. Но вот вся загвоздка в том, что тут, может быть, как в этой карте, да, 7 кубков, а выбрать нужно что-то одно. Может быть, желаний ваших множество, или каких-то тем, которые вам хочется проучаствовать, или попробовать, или откликнуться на что-то много. А тем не менее, тут нужно выбирать что-то одно, не распылять свое внимание, но, как я говорила, одно тепло значительно важнее или больше значит, чем 3 пожара. А что это такое? Что придет взамен? Что это для вас? 7 мечей. Вот это надо же, перемешала. И снова идут какие-то карты. Тогда, мои дорогие, вроде бы нам выпал аркан старший страшный суд, да? И это всегда завершение, это всегда окончание, это выздоровление. Но посмотрите, раз вот именно эти карты так уж у вас выпадают, и именно на то, что будет, как придет взамен, то тут и правда какой-то человек, персона приходит за... Как такое может быть? А что это такое? Тут какой-то к вам человек обратится, потому что ему плохо. К вам может обратиться человек, потому что некому обратиться. А кто это такой? Но опять же какая-то прежняя история, в которой вы поставили точку. Да, тут вопросы могут касаться дома. Может быть, оформление документов, может быть, у кого-то наследство. Возможно, для кого-то из вас вопросы вашей семьи, переезда, вот что-то такое, когда вы хотели это осуществить, а у вас долгое время не получалось. Может быть, вы долгое время хотели как улучшить жилье, может быть, построить новый дом. Или, может быть, дом построили, но или что-то приобретали, да, когда-то прежде. А потом это получилось так, что вынуждены были оставить. Или как-то произошла такая ситуация, когда вам что-то, ну, знаете, как пришлось ухудшить для себя, лишь бы, к примеру, уйти от конфликта. Вам пришлось много работать для того, чтобы как и заработать, или, может быть, даже как начать все заново. Вот по этой теме у вас будет какая-то буквально молниеносное известие или какая-то скорая информация. Опять же, нам все карты говорят о том, что нет, это не закончилось. Тут есть какая-то персона, что придет взамен, который вроде бы, да, пытается с вами завершить один конфликт, или вот тот конфликт уже завершен, но, мои дорогие овны, хорошо знакомый человек пытается заново войти в вашу жизнь. И, видимо, вы этого не отмените. Это как по Плутону. И ретро-Плутон, уходя вот именно в ретроградное обратное движение, он нам как давал подсказку. Если проблема сложилась на конец мая, на начало июня, ты так в 2 этапа или в 1 не решишь. Скорее всего, какая-то ситуация у тебя будет проясняться более долго. И она у тебя где-то в течение лета разрешится. Значит, может быть, в течение июля. Ну а сам Плутон, именно ретро-движение,
закончится, по-моему, 18 октября. Поэтому для кого-то вопросы могут быть как продолженные, вот с заходом на осень. А что это такое для Овна? Что это приходит взамен? А вам как будто не надо на все подряд соглашаться. По 7 жезлов, вы знаете, люди будут пытаться манипулировать, или один человек. Вам придется от чего-то отказаться. Вы будете слышать много чего нового. А ведь и правда король мечей и королева мечей. Здесь могут быть ситуации, которые связаны с бывшими. Но пусть это не бывшая или, опять же, какая-то персона, я уже тут на все лады говорила. Может быть, я не исключаю, это тот вопрос, который даже у кого-то завис в судах. Или когда вот, была какая-то тема или спор, когда вам пришлось себя буквально сохранять, и, кстати, сейчас тоже придется. Поэтому, правда, если вы кому-то не доверяете, прислушайтесь к своей интуиции. Здесь, знаете, тут придется делить напополам, потому что не вся информация, которую вам доносят, она имеет правду. Вам придется буквально себя самих сохранять. Для кого-то из вас, мои дорогие мужчины, это было, может быть, связано с какой-то важной женщиной. Кстати, могут быть родственники, ваша мама, или какая-то история связана с мамой, или с кем-то из руководителей. Но это была женщина. И, скорее всего, по этой истории пауза была. Вот интересно. А почему же? Что же нового? Вот именно элемента нового я не вижу в этих картах. А вы узнаете какую-то неожиданную новость. Или человек вам именно позвонит, объявится, придет с тем, чтобы принести о себе какую-то информацию. Причем информацию вам что-то будут говорить такое приятное. Вам что-то будут предлагать. Гляньте, карта Солнца. А вот вам и новизна. Вот интересная метаморфоза, буду благодарна вашим комментариям. Какая-то прежняя история с хорошо знакомым человеком у вас сейчас именно повторяется, потому как, кто знает, может быть, какой-то конфликт даже, который был прежде, или какая-то история, которая, она не имела завершения. Или для вас она завершилась, но, может быть, элемент обиды у вас был. Что-то было решено несправедливо. Помним, у нас там выпадал аркан, страшный суд, выздоровление от боли. Будьте готовы, что это может быть тот человек, который вам вот именно на перемирие с вами идет. Или какая-то ситуация такая может сложиться, когда и вы сами можете с кем-то помириться, не случайно, Венера в весах. И есть, тем не менее, из вороха информации, из какой-то путаницы разобщенностей, тем не менее, рациональное зерно точно. Кто-то помириться сможет. Более того, тут что-то будет такое предложено. Может быть, я не исключаю, к вам могут обратиться за помощью. Так часто бывает. Но тогда будьте внимательны, где-то осторожны, чтобы не попасть в просак, еще раз не повторить какую-то прежнюю историю, да, иными словами, какие-то грабли там не найти. Но тут есть какой-то, понимаете, для вас очень хороший смысл. Вот вам, наверное, нужно как забрать что-то свое, то, что по праву принадлежит вам. И вот вам сейчас судьба будет давать такой новый вариант. И поначалу тогда по 7 кубков будет, знаете, что проигрываться, что придет взамен. Вы можете, где-то так немножко опешить от предложенного, или от услышанного, или от того, что человек объявился, или какая-то история заново пытается с человеком, может быть, вернуться. И по этой карте идет прокрастинация, иными словами, когда мы медлим. Тогда вот вам, наоборот, может захотеться найти дополнительную информацию, а тут вас кто-то может поторапливать, будьте к этому готовы. И, как я говорила, август месяц – это не то время, когда нужно спешить и торопиться. Тут нужно что-то для себя как надежное создать, нежели действуя на импульсе, но получить что-то совершенно противоположное. А что же будет продолжаться? Тут мы уже видим продолжение. Да, у кого-то будут в будущем, может быть, в течение августа, вы будете делать какие-то согласования. Для кого-то из вас будет продолжаться какая-то, просто будет тогда продолжена, да, как тема, которая связана с финансами. Может быть, это будут, кстати, какие-то, как работа, да, которой вы занимаетесь, и, в принципе, все вам знакомо, все вам понятно.
Но я не исключаю по семерке пентаклей. Я часто говорю, это регламент, когда мы именно ждем какого-то документа. Для кого-то это может быть, как, знаете, ждем, ну, может быть, заключение контрактов или то, что нас пригласят на собеседование. Для тех, кто ищет работу, хочет поменять работу, да, то тогда вот тут что-то не пройдет быстро. Так что же будет продолжено? Давайте все-таки поподробнее. Но вот если мы говорим о способах заработка, что будет продолжено? А что-то, то, чем вы долго занимались, здесь вам приносит хорошие деньги, более чем. У вас будет продолжаться, знаете, вообще... Я вам хочу сказать, и это планетарно совпадает. Солнечное затмение во Льве открывает перед вами вот эти полгода, они будут архиважными по части заработков. И главное, заработки вас будут радовать. И более того, вы посмотрите, что будет продолжаться. Колесо фортуны, солнце. И девятка кубков, карта изобилия, процветания. Вот для кого-то из вас, что еще будет продолжаться? Ведь по этой карте, вот смотрите, смысл. Наша женщина пришла как собрать урожай, да? Но посмотрела, нет, как будто сыровато или не дозрели эти пентакли. Надо за садом еще поухаживать. Поэтому она уходит с пустой корзинкой. Вот для кого-то какой-то проект, который нужно продолжать, мои дорогие. Может быть, это недавно созданный проект. Или то, что вы намереваетесь в ближайшем будущем совместить, может быть, да, с основной работой, или вообще поменять работу, да, переключиться на что-то, то тогда вот ваш проект требует времени. Будьте к этому готовы. Но он, несомненно, его нельзя бросать. Вот ни в коем случае. Потому что именно какой-то сырой вариант, недозревший, будем говорить. Может быть, вам еще и придется какие-то согласования проводить. Ведь у вас два старших аркана. Даже не буду их убирать. На кону Солнца. И я часто говорю в своих раскладах, что Солнце... Вот это направление, которое имеет дистанцию 6-8 месяцев. А мы смотрим на август. Я в самом начале сказала, что да, вот открывает перед нами новолуние 12 августа, которое совпадает с солнечным затмением во Льве. Открывает перед нами 6-месячный цикл самовыражения и новых смыслов. Более того, к этим энергиям присоединяется еще и ваша фортуна. У вас наступит тот момент, если сейчас пока оно как бы ни шатка, ни валка, или требует наших сил, знаний, согласований, у кого что, то потом так быстро все пойдет, ускорится, и будьте к этому готовы. В чем ваша сила? Или в чем ваша фортуна, скажем, да? В чем вам везет? Ну и высшие силы вас поддерживают. В деньгах, правда. Королева Пентаклей, вы именно сейчас по решению вопросов, ну, кстати, и дома. Вот кому мы такие вот две непростые ситуации тут с вами, даже 3 рассматривали, да. Ну, по сути, она одна ситуация, но тут она нам на все лады была показана. Может быть, есть какое-то взаимодействие, почему нет? Но здесь тогда можно сказать, что вы удачливы в деньгах для того, чтобы решить вопросы, связанные с жильем или с жилищем. Здесь и ваше, вот по сути дела, хоть у нас и Венера будет в весах договориться, да, но мы говорили еще Солнце в 9 с 23, и вполне вероятно, а королева Пентаклей это как раз ближе к Деве, поэтому у вас сезон порядка. Это на самом деле. Вот гармоничная энергия, что-то для себя решить с практичной точки зрения. Но это наше все благополучие. Может быть, и вопросы, связанные у кого-то буквально с землей, например, с какой-то территорией. Ну или, как я говорила, местом нахождения. Здесь может совпадать. Вопросы работы. Тут, правда, еще и совмещается с личной жизнью, потому что, опять же, пентаклевая придворная карта олицетворяет еще и жизнь личную. Поэтому, наверное, вот такое соединение, необычный август месяц. Для вас, знаете, как в центре внимания ставят две энергии, и профессиональную, и личную. Вы можете их чувствовать как две уязвимости, может быть, но это для вас именно август как месяц прорыва. У вас ведь все получится. Но я, кстати, могу предположить, может быть, действительно есть человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент для кого-то из вас, и тогда это может, знаете, как поддержка вашего партнера, вполне вероятно, или какие-то очень важные договоренности.
Ну вот вы не один, и нам ведь здесь тоже говорили, не один, поэтому даже если это какой-то бизнес-проект или, может быть, что-то такое новое, то что пусть оно пока в сыром виде. Тут, знаете, один за другого будет как бы, да, болеть, переживать, и, может быть, один не сможет этот проект как-то протолкнуть, продвинуть, а вдвоем, да вы горы свернете. Вот есть какой-то у вас здесь единомышленник. Ну, может быть, эта ситуация и не с бизнесом, и не с работой, у кого-то с семейным, правда, бизнесом может совпадать, но или пусть это будет как бы разобщено, да, но единомышленники есть. Может быть, у нас там еще и король Пентаклей выпадал, да, когда мы раскрывали карты, поэтому у кого-то может быть единомышленник и по работе, а может быть еще и точно такой же дома. А что будет для вас внезапно? Что будет неожиданно? Какие события будут, ну, буквально спешить и врываться в вашу жизнь? Вот это да, Верховный Жрец. Это как карта Иерофант. Вам придется, возможно, какие-то согласования, правда, проводить. Для кого-то ведь это всегда карта сама по себе, порядка. И вот, кстати, Солнце в Деве, если мы говорим, то Дева и где-то Иерофант упорядочить, да, вот все. А это и есть, это как какой-то регламент или какая-то структура всегда идет по Иерофанту. Иногда эта карта все-таки власти. Поэтому можете вы тут путешествовать по чиновникам куда-то, ну, я условно говорю, да, конторы, офисы, организации. Может быть, вам нужно прояснить, как работает закон. Но для кого-то из вас, правда, составление важных документов, может быть, и нотариусы, кстати. Я тоже это не исключаю. Вот, значит, все то, что я говорила, ну, плюс-минус в каком-то подобном эквиваленте у вас может быть как раз и неожиданно. Когда вы не предполагали, вы не рассматривали, а к вам эти неожиданности приходят как по судьбе и со стороны других людей или каких-то сложившихся обстоятельств. Поэтому будьте готовы корректировать планы, потому как для вас, мои дорогие овны, это, видимо, тоже будет. Я не случайно оставила эти 3 карты. Для этого есть какие-то смыслы, как и на будущее, так и буквально какое-то продолжение, какой-то прорыв. Но тут же еще и бонусы, потому что по части финансов, как будто, ну, финансы это не только сами деньги, ну, точно. Это ведь может быть и имущество, движимое, недвижимое, тут самое разное. И составление какой-то важной бумаги, документа. Здесь, скорее всего, или подписание какого-то договора, или найти работу. Вот это тоже. Причем, знаете, тогда так. Я допускаю, что, может быть, к концу месяца какой-то вариант вы найдете. А для кого-то из вас вы можете найти только такой вариант. Да точно, посмотрите, какие у вас энергии. Больше не достаю. Но, видимо, вы особо удачливы в деньгах. Но все-таки помним, что пока у нас Плутон в Водолее, легкие деньги опасны. Поэтому рисковать собой ни в коем случае нельзя, а уж особенно в августе. Вы как будто, посмотрите, и домашние дела, и профессиональные, да нет препятствий для Овна. Есть только, может быть, вот это, знаете, внутренняя эмоциональная какая-то трансформация, когда, ну, действительно, для кого-то будет неожиданен чей-то визит или появление какого-то человека. Вы не ожидали. У вас уже свои планы, которые, как я говорила, нужно корректировать. Но для вас, как и в личной сфере, как и в профессиональной, ну, так и в денежной, открываются совершенно новые пути, дорожки. Ухватите, мои овны, жар-птицу за хвост, потому что по колесу фортуны, может быть, сначала и есть какие-то заминки, но потом придется ускориться. Будьте к этому тоже готовы, потому что по колесу фортуны есть и те нюансы, которые мы не можем отложить на потом. Если мы скажем «подумаю завтра», а завтра энергии поменялись, считай, опоздал. Вот поэтому коррекция планов – это ваше все. Это как, знаете, пройти по ситуации или пройти той дорожкой фортуны, которую вам предлагает судьба. Тут все не случайно. И люди, и события. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте статьи на моем сайте, гороскоп, астрологический прогноз на август уже готов давно. Прочитайте, подсказок будет больше. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю.
И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.